В данном видео приведем вам аргументы в пользу того, что Windows желательно переустанавливать один раз в год. Вы, наверное, удивитесь, ведь многие из вас не переустанавливал Windows 3 или кто-то 4 года, а кто-то может и больше. Если вы частенько проводите эксперименты с Windows, то он вряд ли продержится больше, чем полгода. Но если эксперименты не сильно повлияли на ваш Windows, то советуют его же все равно переустановить. Почему так? Во-первых, вы очистите место на системном диске и почистите компьютер от системного хлама. Это касается очистки таких папок как Windows, Documents and Settings, быстро разрастающейся в процессе работы папки Update, с файлами, необходимыми для работы. Конечно же, вы их можете очистить ручным способом, но на это уйдет куча времени, а также есть возможность испортить необходимые для работы системные файлы. Так что постоянная переустановка Windows решает вопрос с засорением системного диска, и не нужно тратить уйму времени на его исправление. Во-вторых, вы очистите компьютер от вирусов, различных вредоносных программ, которые втихаря пользуются вашей видеокартой при майнинге криптовалюты или же присваивают и сливают пользовательские данные. Ведь невозможно быть на 100% спокойным, что ваш Windows не содержит данных вредных утилит. Потому что даже антивирусник вас от этого не всегда может защитить, так как не все новые вирусы могут быть у антивируса, и он не сможет их обнаружить. А иногда даже и обычные, не предвещающие ничего плохого программы могут быть подозрительными и оказывать не совсем хорошее воздействие на вашу систему, такие как Cleaner или Destroy Windows Spying. В-третьих, после переустановки Windows, ваш компьютер станет работать намного шустрее и стабильнее. Ведь со временем накапливается мусор в системе, что и тормозит ее работу, Windows начинает работать все медленнее. В-четвертых, переустановка Windows вас заставит сохранить все ваши файлы с системного диска, таким образом вы планово себе сохраните всю свою информацию на случай непредвиденных ситуаций. В-пятых, при переустановке Windows мы автоматом скачиваем и устанавливаем себе новые драйверы на видеокарту и материнку. Таким образом, мы сможем использовать возможности нашего железного друга на все 100%. Например, возрастет производительность системы в компьютерных играх. В-шестых, переустановку Windows лучше взять под свой контроль и самому ее переустановить вручную с полным и правильным сохранением всей своей информации после крупных обновлений системы. К примеру, все помнит, в 2019 году Microsoft было выпущено майское крупное обновление Windows 10 версии 1903, которое полностью переустанавливало под себя параметры операционки с сохранением всех ваших программ, файлов и настроек, в итоге сохранив все криво и с ошибками. Как показала практика, лучше переустановить заново Windows с интегрированным этим обновлением в установочную сборку и без ошибок программ, и системы дальше пользоваться комфортно. Минусы такой частой переустановки Windows. Один жирный минус – это то, что вы потратите минимум 2-3 часа свободного времени. Ну и конечно же вы возмущенно скажете, что переустановка Windows – это настолько тонкий процесс, который требует от человека специфических знаний в этой сфере. Мало кто может это сделать быстро, сразу и без ошибок. При этом, если вы сделали это один раз, то в следующий раз не факт, что потребуются от вас такие же знания и действия, как в этот раз. Дело в том, что все стремительно меняется, и нужно всегда следить за новинками и быть в курсе всех новшеств, изменений операционных систем, ведь новая переустановка обязательно будет отличаться от предыдущей версии. Допустим, Windows 7 сейчас уже устаревшая версия и обновляется уже не так эффективно, как раньше. Что касается Windows 10, она требует подходить очень внимательно к политике обновлений. В комментариях поделитесь с нами, как часто вы переустанавливали себе Windows и какое мнение у вас на этот счет. Ну и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите все больше интересных и полезных видео.